Почему люди чувствуют себя одинокими? Причины и последствия одиночества. Борьба с одиночеством и депрессией сложно найти человека, который никогда бы не чувствовал себя одиноким. На протяжении жизни люди теряют друзей, близких, знакомых. И чтобы избавиться от одиночества, существует два способа: либо научиться признавать это чувство и справляться с ним, переключая внимание на что-то другое, либо пробовать по-новому строить взаимоотношения с окружающими и находить новых друзей. Почему люди чувствуют себя одинокими? На это есть множество причин, но обо всем по порядку. Не так страшен черт, как его малюют, прежде чем приступить к рассмотрению одиночества как деструктивного явления человеческой психики, стоит уточнить один очень важный момент. Есть люди, для которых проблема одиночества не такая уж и проблема. Это их жизнь, их выбор, их право, и это нужно уважать. Все люди разные. Для одних одиночество – это тягостное существование, постоянная депрессия и чувство собственной неполноценности, для других – это спокойная, гармоничная и размеренная жизнь с массой возможностей. Одиночество может быть разным, и с ним связаны не только отрицательные эмоции, но даже радость и удовольствие. Некоторые люди целенаправленно ищут его. Устав от общения с окружающим миром, они сокращают круг своих знакомых. В жизни человека есть множество периодов, которые связаны с одиночеством, и проблема здесь не столько в изоляции, сколько в отношении человека к самому себе. Одиночество позволяет осмыслить свою жизнь, скорректировать цель, стимулирует к активным действиям. После этого периода человек больше начинает ценить дружбу, любовные отношения, становится более терпимым и менее требовательным. Только принимая себя со всеми своими недостатками, человек способен легко и продуктивно переносить одиночество. Ну а теперь вернемся к главному вопросу: почему люди чувствуют себя одинокими? Что такое одиночество? Одиночеством называют социально-психологическое явление, эмоциональное состояние, что объясняется отсутствием положительных эмоциональных связей с людьми или со страхом потери близкого человека, из-за чего человек сознательно подвергает себя социальной изоляции. Существует два типа одиночества: позитивное – уединенность от общества, негативное – полная или частичная изоляция, что вызывает отрицательные эмоции. Что его провоцирует? Стоит отметить, что чувство одиночества выполняет регулятивную функцию обратной связи, которая помогает индивиду регулировать оптимальное количество межличностных контактов. Причины одиночества могут быть разными. К примеру, молодой парень или девушка, которые не могут найти себе партнера, чувствуют себя одинокими. Или пожилые люди, у которых больше не осталось друзей и родных, и они не могут найти общий язык с молодым поколением. Или люди, которым попросту сложно завязывать новые социальные контакты. Также одиночество может быть спровоцировано глубокими патологическими изменениями в психике, к примеру, аутизм. Основные факторы отдельно выделяют ряд психологических факторов, способствующих этому психическому состоянию. К ним относят низкую самооценку. Из-за страха подвергнуться критике человек попросту избегает общения с другими людьми. Но это получается какой-то замкнутый круг, потому что из-за отсутствия социальных контактов самооценка падает еще больше. Слабые навыки общения. Если у человека плохо налажен процесс коммуникации, то из-за страха потерпеть неудачу в отношениях или попасть под чье-то влияние он стремится избегать любых контактов. Страх потери. Люди, у которых умер кто-то из близких или дорогих людей, тоже нередко выбирают одиночество. Во-первых, они не готовы впустить нового человека в свою жизнь, а во-вторых, страх потери будет долго их преследовать. Тот, кто навсегда терял любимых людей, знает, насколько это болезненно, поэтому никто не стремится испытать такое вновь. Несоответствие. Если человек находится не в той социальной группе, в которой хотел бы быть, или попал в компанию, куда совершенно не вписывается. Одним словом, если человек в каком-то обществе отличается от всех остальных, он может ощущать одиночество из-за того, что его не понимают.
Вот почему люди чувствуют себя одинокими. Чего ожидать? Последствия одиночества, как и причины, могут быть разными. Как уже отмечалось, для человека со здоровой психикой такое состояние не является деструктивным. Наоборот, это время для самосовершенствования, занятия любимым делом, переосмысления жизни, прогулок и книг. Однако есть люди, для которых это время очень сложное. Одиночество – это специфическое чувство погруженности самого в себя, оно целостное и всеохватывающее. Профессор медицины из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Стив Коул долго изучал влияние рассматриваемого нами явления на человека и пытался выяснить, почему люди чувствуют себя одинокими. Он отметил, что быть одному и чувствовать себя одиноким – совершенно разные вещи. Одиночество – это то ощущение, когда человек понимает, что у него меньше социальных связей, чем ему хотелось. Стив Коул и другие ученые давно уже заметили, что в последнее время все больше людей чувствуют себя одинокими. Специалисты отмечают, что от этого повышается кровяное давление, могут возникнуть проблемы с сердцем. Да, такое состояние разбивает сердце в прямом смысле этого слова. О чем говорит наука? В 2015 году был проведен глобальный метаанализ 70 исследований. Результат показал, что одинокий человек подвержен риску преждевременной смерти на 26% больше. Стоит отметить, что от депрессии этот показатель ниже всего 21%. В далеком 2007 году Коул вместе со своими коллегами сделал интересное открытие. Как показали исследования, клетки людей, которые страдают от хронического одиночества, выглядят совсем не так, как у человека неодинокого. Между этими людьми было найдено два генетических различия. У одиноких людей гены, отвечающие за воспалительную реакцию организма, проявляют больше активности, что является довольно-таки опасным процессом. Воспаление необходимо, чтобы организм справился с травмой, но если такое происходит постоянно, то в организме создается отличная среда для развития атеросклероза, нейродегенеративных и сердечно-сосудистых заболеваний. Это также способствует развитию рака. С другой стороны, гены, ответственные на борьбу с вирусными инфекциями, подавляются. Впрочем, Коул считает, что реакция организма на одиночество не особо отличается от реакции на другой источник хронического стресса. Исследования показали, что из-за чувства ненужности люди хуже справляются с болезнями и подвержены развитию хронических заболеваний. Предотвращаем последствия. Коул выявил, что если чувство ненужности и одиночества проходит, то клетки организма начинают работать в нормальном режиме. И все же ученый настаивает, что сделать человека менее одиноким недостаточно, крайне важно вернуть ему смысл жизни. К примеру, некая благотворительная организация в Лос-Анджелесе объединяет одиноких пенсионеров и младшеклассников. Пожилые люди помогают ребятам с уроками и присматривают за ними до прихода родителей. Пенсионеры и сами говорят, что после таких сеансов начинают чувствовать себя здоровее. В Америке существуют и другие подобные организации, которые сводят одиноких людей. К сожалению, в России другие реалии, и с одиночеством человеку приходится бороться самостоятельно. Простого пути нет в борьбе с одиночеством, и депрессии важно запомнить одну важную вещь – это всего лишь чувство. Конечно, такое состояние может причинить много страданий, но это лишь эмоция, которая никоим образом не определяет жизнь человека. Осознав это, человек легче принимает свое состояние и может отпустить его. Обязательно приходите в гости или звоните близким людям. У каждого из нас есть тот, к кому можно обратиться за поддержкой, даже если он свято верит, что таких людей в его окружении нет. В жизни бывает много сложных периодов, и без поддержки не всегда можно обойтись. В окружении каждого человека всегда есть люди, которым не все равно, что с ним происходит. Близкие могут подбодрить, помочь советом или просто выслушать. В любом случае они обеспечат чувство комфорта и отвлекут от одиночества. Конечно, закрыться от всех и провести время в компании телевизора выглядит заманчиво, но это только усилит чувство тоски и одиночества. Сделайте усилия. Родственники и друзья не всегда обладают необходимыми знаниями,
поэтому не могут дать нужного совета. За это их не нужно винить, стоит просто обратиться к психотерапевту. Специалисту сразу станет понятно, почему человек переживает то или иное чувство. Стоит потренировать самосознание, то есть научиться осознавать, что именно тревожит и вызывает отрицательные эмоции. Важно проследить, как тело реагирует на такие изменения. Поняв, в чем дело, можно получить контроль над одиночеством и легко пережить все всплески эмоций. И как уже упоминалось, приходите в гости, зовите к себе, ходите в музеи, парки, на выставки и т.д. Главное, не сидите в четырех стенах. Научитесь проводить хорошо время наедине с самим собой, тогда одиночество не покажется таким уж страшным и тягостным. Но самое главное, не нужно никогда сдаваться, даже если чувство ненужности не покидает в течение нескольких месяцев. Дорогу осилит идущий. Делая каждый день одно небольшое усилие, человек становится ближе к избавлению от одиночества. И все-таки в этом что-то есть, людям часто приходится переживать массу негативных эмоций. Но они играют важную роль на пути к счастливому будущему. Зависть, ненависть, ревность, злость, одиночество словно светящиеся знаки, которые подсказывают, что нужно что-то менять в своей жизни или в себе самом. Для кого-то одиночество – это проклятие, а для кого-то высшая награда. Только оставаясь наедине со своими мыслями, человек способен создать нечто выдающееся. Если посмотреть историю самых выдающихся мировых открытий, можно заметить, что ни одно из них не было продуктом коллективного труда. Все делали одинокие гении, изгои и чудаки, которых с трудом принимало общество. Да, одиночество может тяготить, особенно тех людей, кто всегда привык находиться в центре внимания и постоянно общаться, или тех, кто потерял кого-то очень дорогого. Но в целом в этом чувстве что-то все-таки есть, главное научиться наслаждаться обществом самого себя. И тогда можно получать одинаковое удовольствие и от одиночества, и от общения.